Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер, точнее, доброй ночи уже. Давно уже ночь. Я хочу провести с вами, как давно обещала, тему о травах в магии. Травы-обереги, травы-помощники, травы-талисманы, травы. Как травы помогали человеку тысячелетиями, почему их роль в магии очень сильна, какие они свойства имеют. Многие свойства вы слышали от своих бабушек, многие свойства читали, изучали, но сегодня мы с вами поговорим и о свойствах традиционных в магии трав, и о тех сокрытых тайнах, которые, быть может, вы не знаете, и вам будет интересно узнать. Итак, травы в магии. Давайте ненадолго включу свет, вспышку, чтобы было удобно вам показывать. Дорогие друзья, дело в том, что это настолько обширная тема, что просто в одночасье, даже за час, за два невозможно это все объяснить и сказать вам. Но в любом случае я постараюсь как можно больше информации вам подарить касаемо трав. Итак, давайте для начала вам просто покажу. Для начала покажу вам травы. Какие здесь травы находятся? Это артыш. Это можжевельник, но можжевельник из Бурятии. Это можжевельник горный или скалистый можжевельник, называется артыш. Артыш призывает духов, которые способны вылечить, излечить человека. Я вам сейчас объясню, почему именно травы и зажженные травы и прочее имеют свойство призывать духов, как считали древние. Да, здесь все касаемо природы, силы природы, духи природы и природные, скажем, атрибуты, да, природной магии, магии мироздания, Вселенной. Сейчас я зажгу, секунду. Определенный список трав, который я вам предоставлю, это будет вам интересно. Но еще раз говорю, этих трав, конечно, миллионы, и в каждой магии используется определенная трава. И тут в один момент понять это все нереально. Итак, артыш, скалистый можжевельник, это в Бурятии растет, полынь, багульник. Эти три травы, как правило, они помогают в магии открывать порталы и призывать определенных духов. А как это делается, я вам сейчас более подробно объясню, чтобы вы поняли суть всего сказанного. Далее. Это у нас называется закавказский бессмертник. Он напоминает где-то полынь, но полынь, она вот она полынь, вот такого типа. Это закавказский бессмертник или слеза Прометея, еще называют эту траву, потому что эту траву добыть очень непросто. Эту траву можно найти только на высокогорье, и туда нужно забираться. То есть это со слезами на глазах, через мучение добивается эта трава. Она редкая трава, но она призывает духов подземелья. То есть ее запах, ее аромат призывает духов подземелья. Так, давайте мы сейчас не будем сейчас отвлекать меня. В конце зададите свои вопросы. Что я делаю и как я делаю, это я решу сама. Здесь не все травы собраны, естественно. Это все, чтобы собрать, мне тут не хватит ни места, ничего. Я считаю, что основные травы вам показать, объяснить, это самая главная цель моей лекции. Идем далее. Значит, могильник.
Трава могильник. Почему он так назван? Потому как в основном именно по этой траве определяли, есть ли на этом месте или было ли на этом месте когда-либо захоронение. Могильник любит питаться вот этими, скажем так, силами умерших людей. Поэтому могильник, если растет, значит, когда-то давно, да и сейчас там была могила, там было захоронение. Официальная могила или так, но там было захоронение. Могильники очень часто растут в местах сражений, потому что сами понимаете, сколько там отрицательной энергии. Далее, почему травы считались проводниками между мирами духов и людей? Потому что травы, как и деревья, корнями уходят в землю. Травы обладают определенными целебными способностями, и не только. Они создают при зажигании определенную сетку. Вот сейчас об этом мы с вами поговорим. Сначала я вам просто покажу, представлю эти травы. Вы, может быть, слышали традиционное объяснение, да, о травах, но я вам сейчас объясню больше, более в широком понимании, какие травы для чего использовались и какая цель была и в магии, и в бытовой магии, и в колдовстве и прочее, прочее. Пойдемте далее. Это уже можжевельник обычный. Но можжевельник обычный, он чаще всего используется и при чистках, и иногда при порчах, потому что при чистках мы собираем с помощью трав отрицательную энергию с человека, изгоняем. Дорогие друзья, это настолько интересно построено, вообще настолько логически вся магия. Без логики магии нет. Я вам сейчас объясню, вы просто удивитесь, насколько на самом деле это все просто, казалось бы, но в то же самое время, насколько это сложно, и мало кто вообще об этом знает. Если кто-то о чем-то рассказывает, как правило, это информация взята отсюда, оттуда. Ну так, традиционная общая информация, но не более того. Далее. Это у нас вереск. Вереск называют славянской травой или божьей травой, потому как вереск обладает определенной такой силой, как бы призывать светлые силы Нави, светлую Навь. Ее еще называют Божьей травой. Это еще с древних времен, с языческих времен вереск. Я не знаю, как официально называется, но это закавказская трава. Она оттуда пришла. И называется эта трава ведьмина метла. И если вы хорошо посмотрите, мне кажется, вам и говорить не нужно, почему она так называется. Она собирается воедино и сушится именно вот такими метелками. То есть она готовая сушится уже такими метелками, их можно собирать. И поэтому эту траву так и называют ведьмина метла. Не знаю уж, как по официальному его называть, потому что есть одно название с одной стороны, и другое название это уже более, скажем так, литературное. Итак, далее. Здесь есть зверобой, здесь есть листья малины, здесь есть, значит, тмин и прочее, все воедино собрано. Кстати, я, к сожалению, забыла еще вам про гвоздику и про, скажем, сейчас скажу вам пряные травы еще рассказать, и мак, и прочее. Но не буду сейчас это все собирать. Я вам расскажу сразу еще одну траву, которую я забыла взять. Секунду. Это у нас трава болотная. Вот. Это болотная трава. Напомните, как он называется-то, я уже забыл, представляете? Ой, все. Растущая на болоте трава. Ее используют в темных ритуалах. Болотные травы вообще, они используются, мох, правильно, извиняюсь, болотный мох. Его используют в темных ритуалах, поскольку болото это в основном гиблое место. И очень редко болото может быть, скажем, местом каким-то веселым и прочее, прочее. Сейчас я традиционно зажгу травы, как обычно я делаю, когда, значит, эти животные, которые здесь разговаривают словами «алло», будут выкинуты на 3 буквы. Следующее.
Сушеная осина, то есть ветки осины для работы тоже нужны. Итак, давайте с вами пока определенную траву зажжем и начнем рассказ о травах. И ступка их измельчают, поэтому ступка здесь и находится. Как правило, ступка еще один очень важный инструмент в этом деле. Без него никуда. Это видовской инструмент. Итак, добрый-добрый. Давайте сначала зажжем траву. В народе он называется мох. Неважно, как он называется у вас, но в народе он называется мох. И это есть правильное название и понятное всем. Все травы зажигать сейчас я не буду, потому что в этом нет нужды. И начнем объяснять вам, для чего эти травы нужны. Итак, сейчас, одну секунду. Я попрошу вопросы сейчас мне не задавать, для того, чтобы я могла сосредоточиться и рассказать вам как можно больше интересного, то, чего вы еще никогда не слышали. Потому что если сейчас будут вопросы, тысячи, миллион вопросов, то, естественно, я столько не смогу и не успею рассказать, сколько хотелось бы. Так, пока горит. Секунду. Мы поговорим с вами сейчас и о мяте, и о всех травах, которые вы когда-либо знали и слышали о них и прочее, прочее. Угу. Итак, пожалуй, начнем. Дорогие друзья, травы – это часть мироздания. Это издревле, то есть они считались божественными, поскольку в основном все религии человечества и начало вообще языческих религий берет свое начало от природы. Поклонение природным богам, духам. Почему природные боги всегда изображались рогатыми? Поскольку они были дети природы, то есть они были хранители природных богатств, и, естественно, они были похожи на тех зверей, которых они охраняли, которым они давали кров, помощь, да, защиту. И их изображали всегда рогатыми, намекая на то, что они природные боги. Ну, естественно, потом эта рогатость, когда было принято христианство, эта рогатость начали воспринимать враждебно. Потом уже присвоили статус бесов, демонических существ, сатаны и прочее, прочее. Итак, да, она горит еще пока горячая. Я, наверное, отключу вспышку, поскольку она мне мешает и отвлекает. И начнем с вами рассказ о травах. Их призывали для помощи, для усиления себя, для очищения, для здоровья и прочее, прочее. Травы привлекали деньги. С помощью энергии трав можно было привлечь деньги, потому что духи веками, тысячелетиями знали определенные, скажем, запахи. Знаете, как бы их заманивали этими запахами, привлекали к дому для того, чтобы те приносили прибыль, урожайность, чтобы был год, чтобы волк не затронул отару, чтобы корова там понесла теленка,
давала молоко и прочее, прочее. Травы были как защитники, то есть они были как посланники богов, поскольку они и есть посланники богов. И для этого изначально, нет, пока не будем вопрос задавать. Изначально травы были предметом поклонения культа, мы их считали священными. Дальше. Травами могли делать приворот. Были определенные травы или травяные смеси, которые изготавливались ведьмами и посыпались потихоньку в питье или там в напитки какие-то иные мужу. И это пробуждало в нем по новой любовь. То есть внутри него меняло его подсознание. Травы могли посыпать возле дверей, и могли у людей случиться катастрофы и катаклизмы, смотря какая трава для чего предназначалась. Теперь, каким образом собирались травы? Травы собирались в определенное время лунного цикла. Потому что травы обладали не только магическими свойствами, они были еще охранные, были растения-талисманы, растения-защитники. И много из этих вот растений, и вообще из свойств трав, и из того, как эти травы использовались, вот многие эти все знания, например, я знаю от своих бабушек, прабабушек, от взрослых, которые кто-то занимался магией, кто-то знал просто бытовую магию, кто-то просто это все считал мудростью и пользовался этим, и нас учил, понимаете, для того, чтобы мы знали и этим всем пользовались. Давайте сейчас список нескольких трав мы с вами пройдемся, и для чего они нужны, как они чаще всего встречаются и, скажем так, в нашей жизни чаще встречаются. Ой, где там, чего там? Дайте выкину его отсюда. Этого товарища. И продолжим свою дорогу, иначе мы будем отвлекаться на идиотов вечно. Иногда мне прям хочется, если честно, вот выключить просто чат, насколько вот надоедает это все, и сколько я могу рассказать и отвлекаюсь на идиотов. Итак, основные травы для защиты. Это боярышник, окопник, вереск, который я вам показала, лавровый лист. И лавровый лист можно было пригвоздить к дверям. Я сейчас буду рассказывать разбросано, потому что ну, всю информацию не запомнишь прямо. Понимаете, это все мои знания, и в голове это все нелегко и не просто запомнить. Поэтому я буду сейчас вам рассказывать в разброс, а вы запомните. Обережные травы, общие защитные травы. Это боярышник. Считалось, что боярышник обладает свойством обманывать злых духов, злую силу и отвести другой дорогой. Вот если люди боялись там какого-то нападения ночного и так далее, задыхаясь от этой травы, они возле дома сыпали измельченный боярышник. Сейчас, секунду, я окно открою, а то здесь запахи трав, знаете, прям стоят. И считалось, что злые духи подходят к жилищу и путаются. Они не могут понять, какой дорогой им идти. Что боярышник создает определенную такую невидимую сетку, которая закрывает, ставит заслон между людьми, которые живут там, и, значит, между силами, да, между силами и людьми. И становится заслоном, то есть путает злых духов, не подпуская к дому. Сухой боярышник, окопник, вереск. Вереск обладает силой окутать человека такой энергетикой, чтобы после того, как вы окурили свой дом вереском, можете спокойно ехать туда, где вы, значит, боялись людей, где вы опасались их злого с глаза, у вас ничего не будет, потому что я вас выкидываю, потому что я устала. Я сказала русским языком, вопросы будете задавать в конце, но меня, наверное, не слышат. Поэтому придется вас блокировать, чтобы дальше
дальше рассказывать. И листья, и плоды. Все растение. Лавровый лист. Если вы не хотите, чтобы к вам в дом приходили... Я не просто рассказываю общие фразы, я вам говорю, как применять. Лавровый лист берете, и незаметно нужно куда-нибудь там натыкать или засунуть, или пригвоздить, в конце концов, к входной двери. И я вас уверяю, что человек, который вам неприятен, через вот эту дверь не пройдет. Очень часто бывали такие моменты, когда вот гости неприятные, и не хочет жена, чтобы пришли там мужины, друзья и засиделись до утра. Просто берет лавровый лист и ложит сверху над входной дверью. Через некоторое время то у них что-то сломалось, то они передумали, то они пришли, не зашли, по-быстрому уехали, что какие-то у них проблемы. Лавровый лист обладает силой изгонять людей, внутри которых есть отрицательная энергетика. Вот вы не хотите человека видеть, лавровый лист перенимает вашу энергетику. И она может изгнать человека неприятного. Переживайте за там людей, которые рядом с вами живут. Вот, значит, положите сверху ваших входных дверей лавровый лист. И эти люди к вам не будут приходить. Попробуйте несколько раз. Ну, может быть, не сразу получится у всех, но в любом случае 80% из 100 обязательно получится, потому что лавровый лист, он такой. Лавровый лист может принимать на себя безденежье ваше. Положите в кошелек лавровый лист обязательно, и у вас всегда будут деньги. В кошельке обязательно должен лежать лавровый лист. Как только лавровый лист измельчился, значит, на ваших деньгах есть глаз, есть ненависть, есть зависть. И этот лавровый лист выкидываете, начинаете делать ритуалы очищения, и ложите снова новый лавровый лист. Я вам давала ритуалы привлечения денег на лавровый лист. Кроме всего прочего, древних богов, в храмах древних богов зажигали лавровый лист, потому что запах лавра привлекает богатство. Лавр привлекает богатство, знайте это. Если он измельчается, значит, он берет удар, вот наведенный или насланный на ваши финансы. Далее. Зверобой. Зверобой тоже обладает защитной функцией. Зверобой очищает дом от злых духов. Именно злых духов. Не черных, темных, злых духов. Зажигая зверобой, создается некая такая невидимая сетка, куда они попадают и не могут... То есть они должны забирать энергию с людей. А когда вы зажигаете зверобой, в доме образуется невидимая сетка. Они к вам подойти не могут, они не могут насытиться вашей энергией, в итоге они уходят. Они уходят, потому как чувствуют, что здесь им энергии не дадут. То есть для них нет еды, им приходится уходить. Далее, не буду просто загружать много информации, то, что вам надо знать и то, что вам полезно. Купина замечательно помогает, но купина помогает от плохого состояния в доме, вот дома ругань и так далее. Купина способна успокоить стресс человека. Полынь. Как помогает полынь? Полынь считают вообще одной из священных трав в магии. Сейчас объясню как. Полынь считается дочерью темных богов. Полынь это не очень-то безобидная трава, но она очень сильная. Во-первых, полынь использовали, заваривали полынь от женских болезней, от гноя внутри человека. Полынь очищает полностью, то есть женские болезни, хотя она горькая и запах горький. Полынь зажигали дома или приносили, вешали просто пучками наши бабки, прабабки, для того, чтобы исходящая от полынь вот эта сила, она настолько сильна, мы не видим, но полынь еще называют сражательница. То есть она сражается за каждого человека, за его жизнь и за его энергетику.
Полынь способна оторвать у вас лярвы. Вот те духи, которые присасываются к человеческой энергетике, они всегда есть. Просто есть моменты, когда они, скажем так, слабые. Есть моменты, когда вы сильны в этот момент, и у вас защита сильная, они не могут пробить. Но лярвы очень часто, скажем так, э, липнут к энергетике человека и начинают высасывать у него, выкачивать эту энергию. Вы устаете и прочее, прочее. Так вот, полынь обладает свойством отрывать эти лярвы. Полынь питается этими лярвами. Вот эта трава, она поглощает их энергетику. Она живет за счет черных духов, за счет духов зла, то есть за счет духов бродячих, которые вампирят вас, съедают и значит, полынь от вас отрывает эти лярвы. Именно поэтому бабушки их вешали, чтобы мы, проходя мимо них, постоянно очищались. Когда полынь начинает рассыпаться, нужно выкинуть, потому что вы уже поняли, что она полностью в себя впитала эти лярвы. Берете, если вы чувствуете, что в доме у вас постоянный там скандалы, усталость, вот нежелание домой зайти до такой степени, это значит, вас там просто съедают. И ваша энергетика пытается избежать тех мест, вот где нам нехорошо, туда наше тело не хочет приходить. Понимаете, если так грубо говоря, да? Подсознательно мы не хотим туда идти. Берете полынь, зажигайте полынь, и пучками вот так вешайте за дверями. Можно маленькими пучками. Вот вы проходите постоянно назад, вперед. Пусть эта полынь висит 3-4, скажем так, дня. Да, полынь, запах полыни как от конопли. Это есть. Так вот, пусть трава пучками висит у вас дома 3-4 дня. Потом эту полынь выкиньте, просто выкиньте то, что у вас висит, потому что оно в себя как губка впитывает и вбирает весь негатив, который у вас дома есть, дорогие друзья. Дальше алоэ. Алоэ, во-первых, измельченные алоэ, алоэ вера и мед лечат болезни, связанные с кишечником. И всякие там колики, гастрит, язвы начинающиеся и так далее. Это раз. Алоэ лечит кожу, это вы знаете. Я сейчас не буду о медицинских свойствах трав, потому что основное количество лекарств как раз из трав сделано. Значит, выкидываем тех, кто лезет сюда. Кстати, про коноплю сейчас тоже скажем. Коноплю называли трава жизни. Из конопли можно делать замечательные веревки, которые очень ценились в древности. Конопля, перемешанная с водой или с другими напитками, могла успокоить. Оно обладает, значит, таким свойством анестетик, как анестетик выступает, точно так же, как и мак. Просто люди из всего этого сделали не самые лучшие, скажем так, не самую лучшую вещь, как обычно люди все опошляют, люди все, скажем так, портят, поганят, да, и поэтому полынь тоже, естественно, ой, извиняюсь, полынь, коноплю. Коноплю тут же начали курить и видеть всякие разные галлюцинации. Почему, например, некоторые травы приводят к галлюцинациям? Вот смотрите, человек курит табак, у него нет галлюцинаций. Он может взять, курить там зверобой, у него не будет никаких галлюцинаций, только кашлять начнет. Но почему, например, э, конопля вызывает галлюцинации? Потому что, еще раз говорю, есть священные травы, есть травы, которые обладают свойством открывать мир духов. Что такое галлюцинация? Что такое обкуренный человек или обколотый человек теми же травами и так далее, который видит иной мир, совершенно иной мир. Дорогие друзья, есть завеса. За завесу мы не можем посмотреть. То есть завеса, которая закрывает нас от мира духов.
Иначе мы бы сошли с ума, если бы каждый день видели мир духов. У нас бы просто крышу снесло. И, естественно, эта завеса закрыта. Так вот, есть травы, которые обладают свойством открывать эту завесу. И вот конопля и прочие наркотические травы, они именно из той категории, скажем так, священных трав, которые были для обычных людей закрыты просто за 40, семью с замками, за миллионы замками, и обычные люди не имели доступа к этим травам. И эти травы принадлежали жреческой касте. Эти травы вызывали галлюцинации, открывали завесу, да, может и дурман трава в том числе, но просто не все травы обладают таким свойством. Некоторые травы могут отравить, но не откроют ничего, понимаете? И вот эти травы открывают завесу в мир духов. И поэтому этими травами пользовались жрецы, шаманы для того, чтобы видеть мир духов. И они умели с ними говорить, они понимали, что они с ними сделают. То есть о чем будет идти речь и для чего им нужно эту завесу открывать. Понимаете? А обычный человек, который не подготовленный, он понятия не имеет об этой завесе, он просто может потеряться там или сойти с ума. Или ему очень понравится чувствовать себя хозяином мироздания, и он привыкнет и в итоге загубит себе жизнь. Вот о чем речь. Дальше. Эм, Против негативной энергетики. Вот мы с вами поговорили о защитных травах. Травы, которые защищают. Теперь поговорим с вами эм, о травах, которые очищают негативную энергетику. Кстати, эти травы тоже очищают, ими тоже чистим. Но мы сейчас говорим больше о свойствах обережных этих трав. Крапива. Листья крапивы зажигали, ими очищали, принимали в ванную. Крапива вообще считает, что, скажем так, считает, что крапива обладает таким свойством забирать с человека болезнь на себя. Я вам сейчас скажу интересную вещь. Крапивой били то место, которое болело. У меня так делала бабушка. У нее был варикоз, и она время от времени просто крапивой била себя по ногам. Я, конечно, прям прищурившись, закрыв глаза в ужасе, наблюдала за этим всем, потому что я знаю, насколько крапива болючая. Но я хочу вам сказать, что в детстве, когда нас кусала крапива, жалила буквально, мы всегда приходили, плакали, что нас крапива прям вся ужалила. Но бабушка говорила, крапива, если ужалила, это здоровье. То есть не надо плакать. Есть борщ из крапивы, да, очень вкусный, между прочим. Так вот, да, она говорила, что крапива, если ужалила, это хорошо, это не страшно, это наоборот здоровье. Хотя это больно, но надо перетерпеть. Значит, мы мазали там холодной водой, и через некоторое время это все проходило. Но почему она била себя по ногам, я сейчас понимаю. Разгоняла кровь. Крапива начинает разгонять кровь очень быстро. Точно так же, как, например, есть еще трава. Ой, напомните. Сейчас, секунду, я вспомню эту траву. Так. Да как же она называлась? Из нее делают и крем. Это кусючая, колючая трава. Ее мажут на лицо. Бодяга. Вот. Из бодяги. Вот крем из бодяги точно так же создан для того, чтобы очищать прыщавое лицо. Бодяга открывает поры, выталкивает гной из кожи и полностью очищает кожу. Бодяга помогает от синяков. Запомните, если, значит, у вас есть синяк, вот листья бодяги оторвать, измельчить и положить, он идеально убирает синяк за пару часов, просто убирает. Крем из бодяги делают для того, чтобы убрать синяки под глазами. Он замечательно высасывает, забирает просто эти синяки. Кроме всего прочего, разгоняет кровь, и через некоторое время, да, лицо становится красным, очень красным. Поэтому, если вы куда-то собираетесь, за несколько часов не надо трогать бодягу.
Но если, значит, вы дома, то можете его делать, на утро это пройдет, ну и лицо выравнивает пигментацию, да, все крема от пигментов именно на основе бодяги. Следующий чистотел. Чистотел, который очищает полностью женские болезни. Цистит, какие-то, скажем так, нарушения цикла менструального, какие-то боли, какие-то неприятные, сейчас не буду говорить, гнойные выделения и прочее, прочее. Чистотел, омерзительная вещь, он просто такая мерзость, вот эта вода чистотела, жуть, но он просто помогает, да, он может помочь даже от онкологии, точно так же, как бессмертник. И многие лекарства онкобольным именно на основе чистотела сделаны. Он просто жрет и убивает. Если чистотел оторвать, вот этот цветок чистотела, и помазать себе руки, то через некоторое время у вас там будет рана. До такой степени она жуткая, вообще едкая. И мы в детстве делали, значит, такую хренотень, мазали руки и закрывали некоторое время. Через некоторое время открываешь, там просто рана. Для того, чтобы не ходить в школу. У нас вот просто мозгов не было тогда. И мы вот такие... И эти ожоги до сих пор у меня на ногах остались. Конечно, они затянулись, эти раны, но места ожогов от чистотела до сих пор осталось. До того момента, пока моя бабка не поняла, что мы там творим. Вот тогда у нас малина закончилась. Но вот эти все вот штуки, они остались буквально. Далее. Хорошо, что напомнить. Так вот, если у вас болят ноги, если у вас варикоз, если у вас с кровообращением проблемы, если у вас болят конечности, кожный зуд конечности и так далее, берете крапиву и начинаете отхаживать себя просто от всей души. Да, это омерзительно, больно, но я вам хочу сказать, что вот такие процедуры, если вы сделаете хотя бы 4 раза в течение недели, вы на очень долго можете забыть про боль, про варикоз, про все остальное. Дальше пойдем. Так вот, против негативной энергетики, очищающей, улучшающей энергетику человека. Еще раз напоминаю, это крапива, это укроп. Укроп заваривали, укропом мыли детей в детстве, то есть добавляли вот в эту воду укроп и очищали. Укроп очищает желудочный тракт. Укроп успокаивает, если колики в животе у ребенка, все эти маленькие вот эти вот смеси, да, от коликов живота для маленьких детей, они на основе укропа. Потом, если у кого-то вздутие живота или плохая перевариваемость, или ешьте укроп часто, или пейте укропную воду. Еще хочу вам сказать, извиняюсь за нехорошие подробности, геморрой. Чем больше укропа вы будете есть, тем меньше будет это вам вообще вас беспокоить. Может быть, если у вас есть еще, скажем, советы, вы можете здесь написать. Но мы сейчас по всем травам не будем проходить, потому что этих трав миллионы, а у нас эфир час с чем-то, правда? Мы же не можем все травы выставить на показ. Добрый вечер. Дальше. Плюш. Болотная мята, которая тоже обладает, значит, очищающим свойством, убирает плохую энергетику с человека. Папоротник. Мы еще к папоротнику вернемся. Папоротник тоже в чистках используется. Теперь, чтобы изгнать зависть человеческую. Какие травы зажигать для того, чтобы с глаз убрать? Ну, например, с ритуалами с глаза еще и зажигать. Так, все, закрыли тему. Зажигать еще чего? Нет, важно, где были приобретены.
Аптечные травы, они не всегда собраны правильно. Лучше взять у бабушек. Я сейчас еще скажу, как их вообще собирают, эти травы. Чтобы изгнать с глаз зависть человеческую, что нужно делать? Смола. Зажигаем смолу и крутим над головой. Через некоторое время станет легче. Есть у вас смола? Возьмите смолу, любую смолу. Березовая смола и так далее. Ее еще называют драконья кровь, смолу, знаете? Зажигаете смолу и начинаете просто, значит, водить над головой. Лучше возьмите травы в определенных магазинах магии. Там еще более-менее настоящий сбор. Вот как только вы чувствуете, что вам плохо, как только вы чувствуете какую-то, знаете, давку, какое-то влияние, какую-то нехорошую энергию со стороны людей, которые рядом с вами, или вообще вы поехали куда-то, вернулись, и что-то вам нехорошо, что-то головная боль, что-то дурно себя чувствуете, берете смолу, которая называют еще драконья кровь, любую смолу, сосен, да, зажигаете эту смолу, можете там на уголек положить, чтобы она там дымилась. И начинайте, сосновая, да, любая смола, начинайте крутить вокруг головы. Вам станет легче буквально через несколько минут. Сразу, она сразу поглощает в себя вот эту ощущение, вот эту зависть, с глаз, эту энергетику нехорошую, вот эти вот глаза, которые на вас смотрели. Кактус. Хотите, чтобы у вас люди завистливые, которые придут к вам домой, не могли сглазить ваш дом? Потому что есть люди, которые придут домой и скажут: ой, какой у вас там люстра хорошая висит, ой, какая красота. Как только, значит, он вышел, этот человек, тут же люстра упала и разбилась к чертовой матери. Кактус. Кактус обладает энергетикой отторжения. Он изгоняет злость с глаз из дома. Вот не зря люди на балконе ставят кактусы. Любой кактус. Кактус, кроме всего прочего, еще помогает от облучения, если вы не знаете. Если вы чувствуете, Лариса, что это ругань и споры из-за того, что вас сглазят и ненависть к вам, то можно делать эту смолу, просто повести и по всем комнатам очищать энергетику. Так вот, кактус, дорогие друзья, когда вы ставите рядом с собой и работаете с целыми сутками в интернете, с компьютером, кактус оберегает вас от облучения. Кактус на себя берет это облучение. Вы не знали? Вот знаете теперь. Это реально помогает. Любой кактус, не имеет значения какой. Ну, чтобы был кактус. Дальше. Есть асафетида, такое растение, оно так длинными листочками. Ну, редкое растение, но его можно найти. Есть в народном поверье еще по-другому называют. Бесовик называют его. Почему? Потому что если его зажигаешь, от ее резкого, жуткого запаха, вы понимаете, вот бродячие энергии, они тоже должны питаться чем-то, они питаются нашей энергетикой. Когда резкий запах, мы как перекрываем им кислород, мы как бы закрываем им дорогу к нашей энергетике. И мы потом чувствуем спокойствие дома, как бы ощущение вот легкости, именно из-за вот этих резких запахов трав, и именно из-за того, что травы создают такую сетку, защищают и так далее, и так далее. Закрыли рты и слушаем меня внимательно. Когда я что расскажу, это уже я решаю. Вы мне надоели уже. И сирень. Сажайте сирень возле дома, а потом сушите эту сирень и держите дома в маленьких мешочках. Сирень сушеная можете положить в эти сумочки вашим детям, с собой возить. Сирень отпугивает людей, которые с нечистыми мыслями к вам подходят. Я знаю такой момент, когда девушка с веткой сирени, она просто спаслась от насильника. Он за ней зашел в лифт, а потом ему стало плохо, он вышел, очень долго там харкался. Оказалось, что этот человек, в общем, насильник, через некоторое время его поймали. Сирень обладает такой особенностью, она просто блокирует вот эти
скажем так, исходящие энергии зла, страшные энергии, то есть энергия убийства, энергия причинения вреда и так далее. Сирень имеет такую особенность. Вот люди, которые душой не очень хорошие, злые, они не любят сирень. Им очень неприятно это вот запах сирени, они постоянно отталкивают. Хотя сирень, мне кажется, любому человеку нравится, да, это мягкая вообще такая вот мягкий запах сирени. Вот если к вам домой приходят люди и говорят, что сирень, ой, фу, запах сирени не выношу, обязательно через некоторое время узнайте, насколько это гнилой человек. Я знаю такой случай, когда у нас бабка рядом жила, такая тварь, и, значит, откорчевала вот нашу сирень, или отрезала, или там, я не знаю, топором срезала. Я помню, что мама там ходила с ней скандалить, я маленькая еще была. Она просто сказала, ой, не выношу эту сирень, значит, она его просто сгубила дерево и унесла, понимаете? В фортуне можете ставить цветы, в фортуне можете ставить розу и так далее. Так вот, сушеная сирень, цветок, запах дает цветок, а не листья. Ну сколько можно, а? Сушеная сирень можно в маленьких таких мешочках положить детям, носить с собой в сумках. Да, все правильно. Тест на тваризм – это сирень. Это реально так. Дальше. Защита материальных предметов. Это машина, дом, можжевельник. Не зажигать ничего, можжевельник скрутить там в маленький пакет или в маленький мешочек, но лучше мешочек, чтобы там он запах распространялся, и спрятать в машине мужа. Без происшествий будет ехать. Мира, тоже цветок, для таких случаев. Защита вот имущества, ценностей. Опять же, защита дома, лавровый лист. Вы можете успокоиться и дать мне время все рассказать по очереди. Дальше. Ромашка. Но ромашку лучше домой не заносить. Если вы занесете ромашку в дом, прям у вас куры, гуси и так далее перестанут, значит, прекратиться у них яйца, сносить перестанут. Цыплята будут подыхать. Ромашки не разрешается носить в дом. Нельзя, если у вас хозяйство. Ромашки нужно оставлять во дворе, оставлять под навесом, еще где-нибудь. Или сушеные цветки ромашки принести домой. У меня бабушка всегда ругала, когда мы ромашки полевые несли домой. Не пускали нас домой. Говорили, так, вот во дворе, домой нельзя ромашки заносить. У нас, значит, будут подыхать цыплята, у нас корову перестанут давать молока. Не пускали. Потому что они обладают определенной силой, они наказывают дом за то, что их сорвали. А расти в огороде, пожалуйста, они охраняют. Это охранные силы ромашки. Ромашки вообще считаются дочери богини солнца. Ее все время изображают в ромашках. Дальше. Полынь, роза, сушеная роза, мята. Это все считается защита границ. Их перемешивали и в мешке вешали за оградой. Маленький мешочек, никому не видный. Защита границ. Эти травы обладали силой не пускать. Но я еще раз вам хочу сказать, дорогие друзья, это все относительно. Травы работают, потом их нужно выкинуть, заменить. Забудете, они потеряют силу. Если у вас в жизни все плохо в данный момент, они могут вообще для вас не работать. Кроме всего прочего, защита границ или защита злых духов, или защита от злого глаза, или защита от
зависти еще служили колючки. Колючки подвешивали за забор. Всегда, если вы где-нибудь увидите за забором колючки, это обязательно жители Кавказа. Тоже можете не сомневаться. Колючки за забор вешали для того, чтобы была защита дома. Чтобы не было зависти, грязных там слов, сказанных в их адрес. Колючки обратно все отправляли. Они обладали такой энергетикой. Потому как у них энергия пустыни, энергия убийства. То есть, понимаете, вот говорит, это все посылы идут на людей, на их там двор, на их эти, значит, на их имущество. Вот они пришли, и репейник, если он колючий, подойдет. Так вот, они пришли на этот двор и умерли, встретившись с колючкой. Эти все посылы. Почему? Потому что колючка обладает убивающей, смертоносной силой. Смертоносной силой, и эта смертоносная сила убивает все, что приходит до этого дома. Неважно, это сглаз, ненависть и так далее, и так далее. Дальше, сейчас секунду, я на зарядку поставлю, чтобы у меня хватило времени. А эти, наверное, задуем с вами, потому как они мешают общей картине. Да, света лишнего много. Ой, извиняюсь. Сейчас я включу, и мы с вами продолжим. Я просто рассказываю о травах в общем, в общих чертах, потому как трав миллионы, вы их не запомните. Я рассказываю о тех травах, которые вам нужны и которые вы будете, собственно говоря, использовать. Сейчас перезагрузится минуту. Ну вот, замечательно. Пойдемте далее. Теперь, если вы боитесь злых духов, если у вас плохие сны, если вы чувствуете, что по дому кто-то ходит, закрыли рты и слушаем меня. Я устала говорить и предупреждать. Я не буду сейчас все травы перечислять. Имейте совесть и терпение. Я еще рассказываю. В конце можете задать вопрос. Я еще не закончила, я еще не про все травы рассказала. Я доберусь и до чебреца в том числе. Нет, не можно чертополох. Чертополох – это трава нищеты. Повесите чертополох, и будет у вас вот эта вот вся жизнь как чертополох. То сюда, то туда. Не надо из задницы сочинять, надо делать то, что вам сказано. Нет, вы еще с забора можете и жопу высунуть, тоже можно. Тоже помогает очень сильно от сглаза. Да что это, ну, в конце концов. Далее. Итак, если вы боитесь мертвых сил, если вы боитесь каких-то потусторонних звуков и так далее, вам рекомендуют дома определенные травы зажигать. Во-первых, базилик. Далее, сандаловые благовония, если есть. Тмин. Я вообще рекомендую переслушивать и записывать все это. Папоротник и сирень. Вот эти все травы помогают от неупокоенных душ. Если у вас дома вот это вот все это вот ходьба и прочее, начнется, и вы чувствуете дискомфорт, вы чувствуете звуки, вы чувствуете какие-то там стуки и прочее, ну боитесь вы в своем доме находиться, вот эти травы можете все травы вместе зажигать, можете отдельно. Акацию, еще раз говорю, базилик, сандаловое дерево или сандаловые благовония, если есть, тмин. Тмин, он вообще обладает просто всеми действиями, которые возможно. Тмин
на Востоке или там семена тмина, они вообще считаются целебными. В исламской там медицине, да, есть такое понятие, как исламская медицина. Там, например, кровопускание, очищение через кровь, там семена тмина, масло семян тмина. Они очень хорошо помогают вообще полностью восстановить организм. Покупайте масло из семян тмина. Только покупайте настоящее масло, дорогие друзья. Там есть рекомендации, как их пить. Я хочу вам сказать, что просто тмин вас восстановит, поставит на ноги и улучшит кровообращение, улучшит мозговую деятельность, уберет у вас кишечные заболевания вплоть до геморроя и так далее. Но хочу вам сказать, что черный тмин, именно черный тмин, хочу вам сказать, что тмин должен быть настоящий. Очень редко покупают, то есть продают настоящий тмин. Возьмите настоящий тмин в арабских магазинах, там, в кавказских магазинах, в исламских сайтах, магазинах. Да, возьмите этот тмин, он просто помогает. И он помогает детям, у которых плохая память, у которых плохое сердцебиение. Арабы вообще считают тмин растением священным и благословленным. И они используют тмин во многих, очень многих медицинских таких вот манипуляциях. Дальше, если уж про восточную магию, гвоздика. Гвоздика помогает от женских болезней. Гвоздику зажигаете, ставите на пол и становитесь, извините за подробности, без трусов. Просто становитесь. Можете при этом там что-нибудь там, какую-нибудь музыку приятную слушать, делать медитацию, она очищает полностью. Если у вас постоянные проблемы с молочницей и прочее, прочее, гвоздика вам это все уберет. Я вам сейчас дам очень просто волшебный метод. Кстати, забыла, мне надо будет сегодня самой делать и выпить. Э, Это называли рецепт императоров. Записывайте. Берете 4 гвоздики, больше не надо. Кипяченая вода, то есть кипяченая вода, наливайте в воду, футы, кидайте 4 гвоздики, чайную ложку меда, настоящего меда. Можете чайную ложку зеленого чая туда или лимон, кусок лимона, долька лимона. То есть выбирайте сами. И корицу. Вот это все, значит, перемешиваете, оставляете минут на 10 и пьете маленькими глотками не горячую, теплую. У вас на весь день будет настолько просто энергии. Вы не представляете, никакой энерготоник с этим не справится. Вот я это делала раньше, потом забросила, что-то забыла. Я сейчас как раз вниз спущусь и снова это соберу в одну кучу и буду снова это делать, потому что это настолько много дает энергии на весь день. С утра выпили и весь день просто все дела сделали. У вас улучшается кровообращение, зрение улучшается и так далее. Воды там, ну, грамм 200, я не знаю. Стакан воды, господи, сколько там, это не имеет такого огромного значения. Мойте всегда глаза медовой водой. Вот разбавляйте мед и каждое утро промывайте глаза медом. Он помогает для зрения. У нас была бабушка одна, которая, значит, была бабушка, которая все время мыла глаза и очищала глаза медом. Так она до 100 лет чуть ли не прожила и замечательно видела острое зрение. Многие капли на основе меда созданы, чтобы вы знали. Итак, еще раз говорю, э, может быть и так. 4-5 гвоздики, чайная ложка меда, долька лимона и корица. Там ложка корицы. Перемешивайте, заливайте кипятком, ставите минут 10. Потом пьете небольшими глотками уже теплую, не горячую. Через некоторое время
ну, не то, что некоторое время, но сразу у вас просто как будто вас за уши подняли. Такая энергия появляется просто. Почему лимон нужен? Потому что он обладает, ну, он регулирует давление, но если у вас высокое давление, то лучше лимон, чтобы там был, чтобы он просто регулировал, а не поднял это давление. Понимаете? Мед разный, мед не имеет значения какой. Да, говорят, что мед разрушается от горячей воды. Это правда, разрушается, но определенные новые свойства появляются. Здесь совершенно по-другому это все работает и действует. Одним словом, делайте, и вы увидите. Гвоздику, если жевать, он очищает печень. Гвоздика очищает печень. Каштан очищает печень. Э, Ешьте много каштана. Если у вас есть проблемы с печенью, там, с желчью, ешьте вот свежие каштаны. Он тоже замечательно помогает. Гвоздику можно разжевать. По 2 гвоздики в день у вас улучшится кровообращение. Далее шалфей. Шалфей тоже обладает очищающим свойством, очищает кожу. Можно втирать в кожу, через пару минут смыть. Он просто очищает полностью, срывает вот это все, что есть. Дальше для волос. Берете вот это вот, как он там называется-то, вот это желе для волос. Нужно, значит, мука, вот это желе перемешивать с несколько кидаете гвоздик и, да, как он забыла, корица, перемолотая корица. Наносите на волосы, минут через 10 смываете, и у вас волосы будут зеркальные просто. Зеркальные волосы. Да, кстати, хорошо, что напомнили, спасибо. Гвоздики помогают от паразитов. Если у вас очень сильно скрежет зубов, это не только стрессы, это не только нервный тик, это еще и могут быть черви, аскариты там, или прочие паразиты. Вот или пейте чай с гвоздикой постоянно, или пережевывайте гвоздику. И он очень хорошо очистит ваш организм от паразитов. Далее пойдемте. Если, еще раз говорю, если у вас поселились злые духи, я вам уже назвала, да? Акация, базилик, сандаловое дерево, если вы хотите, можете зажигать благовоние просто. Значит, тмин, папоротник, сирень, вот эти все травы или по отдельности, или вместе, если после того, как вы зажгли и прошлись по дому, вот эти скрежет и прочие, значит, закончились по дому, да, значит, у вас действительно были неупокоенные души. Они помогают, но их действие недолгое, поэтому лучше обращаться к человеку знающему. Далее, если у вас дурные сновидения, зажигайте на ночь одуванчик или лаванду. Через некоторое время вот эти сновидения, вот это состояние полностью э, исчезнут, потому что они проникают вот между мирами и запрещают, скажем так, темным вот этим злым духом проникать в вашу жизнь. Если кстати, гвоздика еще обладает антисептическим таким свойством. Он же как антисептик, кроме всего прочего. Из него делают мазь, которая там облегчает боль. Гвоздику можно держать на зубе, который болит через некоторое время, там он отпустит. Там есть определенные там действия антисептика. Ну, не можете пить, значит, не пейте. Никто же вас не заставляет просто. Дальше. Давайте дальше, скажем так. Растение, оно обладает аурой. Когда вы зажигаете растение, образовывается некая такая аура, некое энергетическое поле, которое начинает вас защищать или очищать и так далее. Каким образом это происходит? Вот в древние времена
люди связывали растения с астрологией, с рождением человека, зодиакальными знаками. Даже есть люди, которые по своим повадкам походят на как некоторые деревья и растения, да? Значит, дальше, что тут написано? Ну ладно, это я не буду. Считалось, что растения это посредники между богами и людьми. Потом считалось, что растения это посредники между солнцем и землей. То есть они помогают человеку энергетически очищаться и впитывать в себя радость мироздания. Кто это вообще там ходит и на нервы действует всем? Хотелось от вас, написала ваша помощница, она меня заблокировала. Правильно сделала. Нужно так писать, чтобы тебя не заблокировали. Теперь зверобой. Зверобоем снимали, теперь вот видите, более, идем более подробно о растениях. Зверобоем снимали порчи, снимали бесплодие, когда заговаривали от бесплодия, защищали от злых чар зверобоем. Далее. Как собирали зверобой в основном? Самый сильный момент сбора зверобоя – это на Ивана Купалу. Дорогие друзья, когда собирали растения, когда ведьмы начинали только собирать растения, они оставляли откуп растениям, духом растения. Вот они как начинали собирать растения, они оставляли 3 сахара, например, или, ну, если в те времена не было сахара, там могли оставить чашечку меда или чего-нибудь сладкого. Благодарили растения, просили не сердиться и говорили, что соберут столько, сколько им нужно, не более того. То есть они не будут, не измучают мать землю и возьмут столько, сколько им нужно для работы. Так и нужно было делать. Нельзя было жадничать, нельзя было хватать вот все, что возможно, а потом пригодится, авось может быть и так далее. Дальше. Если человек боялся сплетен, обсуждения, осуждения, если приходили сватать девушку, то нужно было ей несколько листьев зверобоя, значит, спрятать под пояс и ходить, для того, чтобы сваты не увидели ее какие-то минусы. Зверобой блокировал у человека, он выступал как морока, трава морока. Понимаете? Значит, дальше. Конский каштан, да, лечит геморрой. Но его нужно особым образом приготавливать. Не по-всякому просто взять и подложить, и все нормально. Он может и сжечь кишечник. Знаете об этом? Его надо так подготовить, то есть готовить таким образом, чтобы это было как мягкий крем. Да, сон, трава, вещи сны, но не всем это можно, Галина. Не всем просто так взять сон, траву и положить. Есть особо сильные дни, когда они приходят. Если вы хотите увидеть своих родных и близких, ушедших, и услышать от них какие-либо советы жизненные, когда вы в затруднительном положении, то сон, траву нужно положить вместе с их фотографией под подушку и попросить их прийти в сон и дать вам ответ и совет на какие-то там действия, что делать и как преодолеть. Дальше. Если человек носит зверобой под поясом или внутри себя, то есть, извиняюсь, внутри рубашки носит и, значит, давайте все, закончили советы. И носит ближе к телу, да, он бьет зверя, то есть зверя, вот эту вот злую силу, которая преследует человека или липнет к нему. Так вот, если носить ближе к телу зверобой и пойти к людям и так далее, вернуться, и вот все, что
этот зверобой напитал, все, что вам сказали, все, что вам пожелали, за глаза там сказали и посплетничали, вы приносите домой зверобой и сразу зажигаете. Как только сожгли, все, что они сказали, случается с ними. Так считали древние, так считаю я. Зверобой обладает такой силой. Вот человек взял, и если вы дальше продолжите, Галина, я вас заблокирую, потому что вы мне мешаете. Все, что вы рассказываете, я буду рассказывать. Не мешайте мне сейчас. Я не говорю сейчас о травах, которые используются в порчах, потому что эти травы должны знать больше практики. Мне это надоело. Берете зверобой и носите с собой. Но нужно, чтобы зверобой был ближе к телу. Ну, я не знаю, засуньте там какой-нибудь маленький этот мешочек и засуньте в лифчик, что ли. Носите с собой. Возвращайтесь домой. И все сплетни, все, что вам сказали, все, что вам пожелали, значит, как только вы сожгли зверобой, зверобой возвращает людям то, что они вам пожелали и сказали. Сказали, что вы дура, значит, у них весь день будет голова болеть и плохо себя будут чувствовать, будут ходить как дуры. Сказали, что вы некрасивые, значит, у них на лице высыпает все, и они будут несколько дней ходить как, не знаю что. Кстати, про зверобой я, может быть, и сниму, и вам объясню, как пользоваться зверобоем вот в таких случаях. Потому что зверобой сразу возвращает людям те слова и то, что они сказали, вот оно сразу с ними случается. И поэтому говорили, что не надо сплетничать на людей, не надо им ничего желать и так далее. Он впитывает и тут же возвращает людям вот все, что они вам сказали и пожелали. Это вы знаете. Но пришли домой и сожгли, ничего не сказали, просто сожгли весь зверобой. И вы увидите, вот если там ваша подруга потом скажет после какой-то там свадьбы или какой-то вечеринки, что ой, что-то у меня на лице прямо сразу высыпало, не могу понять почему. Или там другая подруга скажет, что у нее там скривилось все, и она еле ходит. Значит, они говорили, что вы кривая, косая, некрасивая, жуткая, ужасная. И вот это все пришло обратно. Дальше. Аир, трава, который помогает от нападения. Если по ночам на вас нападают, найдите траву или аир, или пижма. И положите рядом, маленький пучок положите рядом с собой. Пижма вообще очищает. Пижма приводит к выкидышам. Учтите это. Многие свекрови делают якобы травяной чай для своих невестушек, угощают их, и через некоторое время у них случается выкидыш. Пижма обладает способностью вызывать выкидыш. Но в то же самое время пижма обладает способностью полностью просто убирать, отрывать гной и прочие болячки из человека. Но пижма в то же самое время обладает способностью выкидыша. Да, знаете это. В малых вот этих вот сроках беременности она просто выкинет плод. Вызывает месячные, да. Я просто знаю, потому что я жила на севере, я знаю пижму, я знаю, сколько женщин их собирали и для чего. Понимаете? Вот, вот, вот. Если пижму там перемешать куда-нибудь, что-нибудь, она обязательно вызывает выкидыш. А на больших сроках он просто убьет ребенка, и ребенок родится мертворожденный. Дальше. Ну, пижма это трава, ею можно очистить организм и убрать все, а ею можно и убить того, что внутри человека, ребенка, например. Значит, поэтому, если вы хотите, пижму можно положить, ну, не прям рядом, чтобы дышать пижмой, а просто чуть подальше от себя, и ночные нападения у вас прекратятся. А от глистов помогает пижма. Она очищает, она реально выталкивает все ненужное из организма. Но если человек беременная, то пижма убьет плод. Запомните это. Поэтому не берите всякие сомнительные чаи, которые вам предлагают очень хорошие, добрые ваши родственницы.
со стороны мужа. Дальше. Аконит, который может принести удачу. Если аконит заговорить, я как-нибудь научу вас, как заговорить аконит. Греки считали, что он вырос из пены, который падает изо рта Цербера. А Цербер охраняет вход в адские чертоги, да, в ад, в Гадес, в мир бога Аида. И аконит – это та трава, которая растет якобы из пены, изо рта, из пасти Цербера. И аконит может принести удачу, если этот мешок носить на груди и просить эту удачу очень, значит, часто просить и с большой страстью. Береза. Если дома растет береза у вас, это значит у вас сохранность семейных отношений. Береза очень сильно усиливает женскую силу, поэтому женщины любят обнимать березу, поэтому березу называют сестренкой и так далее, и так далее. Береза обладает свойством забирать себе отрицательные эмоции человека. Вот если человек идет и плачет, значит, возле березы, рассказывая о своих бедствиях, то обязательно береза в себя возьмет эти все отрицательные эмоции. Если береза у вас высохла, это значит, вашу семью портят. И настолько вас ненавидят, что в скором времени вас разведут. Березовые вот эти вот банные веники, они для того, чтобы убрать отрицательную энергетику от человека. Я вам еще раз говорю, если у вас возле вашего дома береза высыхает, это говорит о том, что вас разводят. Она сразу дает понять, она берет эти удары на себя и сама умирает. Бузина. Если вы хотите, чтобы в вашем доме время служило вам, и чтобы время не тратилось туда-сюда, а приносило вам деньги, возьмите траву бузину. Но в то же самое время я хочу вам напомнить, просто взять траву, это не значит призвать к себе удачу. Нужно еще и иметь связь с духами, с силами, то есть делать ритуалы, просить и получать. Бузина обладает возможностью подчинить время человеку. Поэтому дома храните бузину, и вы увидите, что вы все будете успевать. Она обладает такой энергетикой. Дальше. Вербена. Вербена вообще используется в любовной магии для того, чтобы призвать симпатию и прочее, прочее. Я сейчас, секунду, мне пишут сейчас. Так. Одну секунду. Я напишу, что у меня просто прямой эфир. Ян, сейчас у меня прямой эфир, я чуть позже тебе отвечу. Хорошо? Ну, плевать на все это, что есть. Извиняюсь. Это там личный вопрос про некоторых товарищей, которые никак не успокоятся, всякой херотенью занимаются. Пускай занимаются дальше, кому они вообще интересны. Нам интересны абсолютно нет. У нас есть столько нужных, скажем, моментов, которые мы должны с вами обсуждать. Дальше. Чебрец, о котором спрашивали. Чебрец в основном используют в восточных странах от сглаза. Чебрец привязывали, значит, маленькими пучками к люльке ребенка, чтобы ребенок
был под охраной сил. Дорогие друзья, я вам хочу объяснить кое-что. Вы понимаете, как вот все эти свойства трав знать, это замечательно. Все эти, скажем так, различные моменты, связанные с травами, о том, какие они энергетически создают защитные такие оболочки, да, что притягивают, что очищают, как они очищают от лярв и прочее, прочее. Это замечательно. Но учтите, просто брать траву и ждать, что сейчас у тебя будет все прекрасно и хорошо, и самому ничего в жизни не делать, это очень неправильный подход ко всему. Эти травы усиливают всего лишь то, что вы делаете в жизни. Вы стремитесь к чему-то. Вот травы, которые усиливают, которые призывают богатство, их зажигать, их просить и так далее, и так далее. Заткнитесь уже, я устала ваши заказы здесь принимать. Мандрагора используется практиками. Простым людям нечего трогать эту траву. Она обладает возможностью открыть порталы, показать мир духов. Мандрагорой можно призывать темных сил, можно себе защиту взять, когда идете на кладбище работать, корень мандрагоры. Но это для практиков. Для практикующих я сейчас не настолько обсуждаю, сколько я обсуждаю, скажем так, для обычных людей. Дальше. Тис. Трава тис, он изгоняет очень хорошо и паразитирующих всяких там этих сущностей. Но в то же самое время тис очень ядовитое растение. Если его постоянно, значит, впитать в себя этот запах, да, можно отравиться. Поэтому тис просто проводили по дому, то есть даже не зажигали, а просто вот так вот махали по дому, проводили по дому и говорили определенные слова. Тис можно привязать к коровнику чуть подальше, чтобы не было, скажем так, ну, чтобы животные не впитывали вот эту вот ядовитую энергию в себя. Тис очень хорошо оберегает от волков, поэтому люди считали, что ее тень даже опасна для животных, которые хотят причинить вам боль. Тис вообще защитное, очень сильное растение, но его используют еще больше и в магии порч. Поэтому ее подкидывают с определенным заговором, и, значит, этот заговор может навредить человеку. Но в то же самое время люди брали в дальнюю дорогу, тис привязывали к своим кибеткам и так далее, потому что если было нападение волков, атака волков и прочее, то эти растения, то есть растение тис, могло просто запугать их, настолько обладала жуткой силой, то есть страшной силой. Ее еще называли, сербы, например, называли это растение трава дьявола. Дальше, шиповник. Шиповник вообще призывает благополучие. Шиповник призывает очень хорошую энергетику. Люди не зря сажали вокруг дома шиповник. Он как бы фильтрует, пропускает через себя злые вот эти вот посылы людей, злые, завистливые, вот эти вот глазливые вот эти вот посылы, энергии, очищает. Дальше чертополох вы спрашивали. Чертополох использует как, во-первых, громоотводное средство. Считается, что гром упирает, то есть гром не бьет туда, где есть чертополох. И поэтому люди, которые жили на таких грозовых перевалах, люди, которые жили в таком климате, где постоянно была гроза, ну, например, чертополох очень много использовали еще мальфары, использовали карпатские там гуцулы,
люди, которые там жили, там вообще грозовые вот такие, скажем так, э, пояса. И они, значит, вешали или ложили на крышах домов чертополох. Именно поэтому гром и гроза обходили стороной этих людей. Окуривали хлеб чертополохом, окуривали, например, коровники, окуривали свинарники и так далее, чтобы волки не заходили, чтобы не портили скот, чтобы лисы не заходили, окуривали калитки, возле калиток вешали чертополох. Чертополох вот считается убирающим вот эту вот всякую опасную энергетику от себя травой. Дальше. Хмель. Хмель очень хорошо помогает от бессонницы. Хмель, вот просто дышать запахом хмели уже у вас постепенно регулируется, улучшается кровообращение головного мозга. Но особо не увлекайтесь. Как только бессонница покинула вас, убирайте хмель, потому что хмель может то есть привыкание призвать, и мозг, то есть мозговая деятельность будет постоянно требовать вот эту дозу, а это не нужно. Нужно просто определенное время этим пользоваться и, собственно говоря, отпустить. Хмель от бессонницы. Если у вас бессонница, если у вас головные боли, положите просто, скажем так, под подушку хмель, траву хмель. Через некоторое время, почему он называется? Потому что хмельная трава, он вызывает сонливость, он успокаивает, он отключает от проблем, он просто дает возможность отключиться и отдохнуть. Дальше. Собственно говоря, вот думаю, какие растения вам еще не назвала. Ой, наверное, в принципе, вот все растения, которые я хотела, вам назвала. Я напоследок вам скажу. Хмель не только в пиве. В пиве еще есть и солод. Подождите, дорогие друзья. Душицы и прочее, это, понимаете, как я сейчас называю травы, которые в основном помогают в магии. Мы сейчас не будем все травы обсуждать, какая трава от чего помогает и так далее. Травы, они все обладают определенными медицинскими, скажем так, скажите мне, способностями вот лечить, оздоравливать и так далее. Но мы сейчас не их свойства обсуждаем, какая трава для чего. Мы говорим о тех травах, которые в основном чаще всего используются в магии. Мох, например. Мох используют для того, чтобы призвать духов, чтобы открыть завесу. Мох используется, черный мох или болотный мох используется для порчи. Значит, дальше сейчас грибы определенные, мухомор. Мухомор используется, бессмертник используется, очищает энергию женщины от сглаза, от бесплодия, от порчи и так далее. Про полынь вся лекция была. Вы где были? Травы корнями уходят вниз, а значит, у трав есть способность знать и чувствовать мир умерших, мертвых. Остальная часть трав, она выходит на свет, светлый мир. Значит, травы находятся между двумя мирами. Именно поэтому деревья, травы считались передатчиками, то есть определенным мостом между людьми и мирами духов, между двумя мирами, мирами мертвых и мирами живых. И поэтому травы обладали определенными, скажем так, определенной силой, вспомогательной и прочее, прочее. И эту вспомогательную силу ведьмы, колдуны всегда испокон веков использовали для колдовства, для магии, для очищения, для медицины, для оздоровления. Эти травы нужно собирать в определенное время. Есть лунный цикл для каждой травы. Есть травницы, которые этим занимаются. Лучше у них всегда
покупать, если вы хотите, скажем, для своих ритуалов вот именно травы, собранные по определенным канонам. Когда начинали иван-чай, он очищающая трава, и еще иван-чай как бы улучшает энергетику человека и призывает к нему определенную удачу, то есть удачливые моменты. Я вам назвала те травы, которые больше обладают. Конечно, очень много различных трав и трав, которые не здесь растут, трава, которые растут там в Средней Азии, в Африке. Сейчас мы все эти травы в один момент обсудить с вами ну, никак не можем. Подорожник, который называется дорожный хлеб. Подорожник нужно взять с собой, если вы куда-то собираетесь ехать, потому что подорожник, он умеет, он знает, как, значит, давайте про нечисть вы не будете сейчас учить людей. Нечисть это называется все языческие силы, духи древности, которых называли нечистью. Вы не будете сейчас встревать и учить людей тому, чему не знаете. Нечисть и злая сила разные вещи. Дальше. Сбили. Дорожный хлеб. Подорожник всегда брали с собой на ночное путешествие или когда далеко ехали. Считалось, что подорожник будет договариваться с духами дорог для того, чтобы духи дорог открыли вам дорогу и безопасно дали вам перемещаться и доехать до места назначения и вернуться. Для того, чтобы собирать траву для магии, нужно всегда травам говорить, просить их о том, чтобы они раскрыли все свои свойства, помогли тебе в том или в этом. Говорить с травами, потому что травы обладают душой, и они это понимают. Кроме прочего, нужно всегда перед собиранием трав говорить, что ты не соберешь больше, чем надо. Ты соберешь столько, сколько нужно тебе для работы, что у тебя не будет жадности, алчности, не загубишь ты матушку землю. Потом, перед тем, как начать вообще собирать травницы, приносили откуп, поставляли что-нибудь сладкое, могли вино поставить и просить духов и, значит, хранителей лесов и природы для того, чтобы те не сердились и обещали не собирать лишнюю траву, а собирать столько, сколько им нужно для определенных работ и так далее, и так далее. Может быть, и про травы тоже эту лекцию я выпущу. Попрошу Яну, она и эту лекцию, может, собственно говоря, может, запишет для книг, в которых будут определенные и мои лекции о мироздании, и вообще о многом другом в том числе. Теперь еще раз я включаю вам значит, вспышку, чтобы вы увидели, понаблюдали, каким образом собираются эти травы, зачем они нужны в магии, почему нужны они ведьмам. Потому что без трав никуда. Травы обладают той силой, которая нам необходима для работы и для очень серьезных работ. Есть травы, которые очищают, но эти же травы могут использоваться еще и для порч. Мы сейчас не обсуждаем, еще раз говорю, медицинские там всякие свойства трав. Об этом вы можете где угодно прочитать в народной медицине, это все узнать. Это дух леса, да. Вот дедушка этот. Это тоже дух леса здесь для благовония, вот эта вставка. Это тоже у нас дух леса в виде столика. Это лесные духи, которые, в принципе, которых призывают для того, чтобы они открыли нам свойства трав и дали возможность использовать эти травы во благо для человека. Зелья, которые варили ведьмы, и это зелье не просто варить травы и дать там попить настойку трав, а это зелье варилось еще и сверху добавлялось, если можно так сказать, заговор, начитывалось, чтобы травы открыли свое свойство и дали им, дали человеку там излечиться и прочее, прочее. Например, есть, значит, такой момент, если человек никак не может встать на ноги, если ему очень плохо, заваривается чистотел,
Или если чистотел не может пить, потому что он немножко очень, ну, очень горько трава, заваривается шалфей, заваривается ромашка, душистые разные травы, мята. Мята вообще считается божественной травой. Мята обладает свойством очистить человека, энергетику для денег. Мятой очень много ритуалов для открытия денежных дорог, собственно говоря. Ну, все это я не могу всем сразу выложить, и пока со временем буду вам дарить и объяснять и так далее. Так вот, можете и мяту заварить, пить эту мяту глотками и говорить: зимой природа умирает, но к весне вновь оживает. Вот и ты оживись, мое тело, мой организм и так далее, и так далее. Ну, это более так быстро, так на быструю руку. Я вас потом научу, как этим всем пользоваться. Одним словом, дорогие друзья, травы – это важная часть магии для окуривания, для очищения. Можете переслушать, останавливать, записывать, какие травы для оберегов, что нужно вешать возле дома, чтобы спугнуть завистливых людей. Вы можете еще раз вспомнить, что можно, значит, траву, которая обладает, господи, все, уже забыла название, представляете, уже все. Зверобой. Да, носить с собой в поясе, пойти куда-нибудь, посидеть, да хоть проверить, кто как к вам относится, принести обратно, сжечь эту траву, и все, что вам сказали, пожелали, им сразу возвращается обратно. Энергетику этой травы впитывать и вернуть все обратно. Сирень, которую можно в мешках сушить, дать своим детям или положить им в портфеле. Сирень просто не переносят люди с гнилой душой. У них ненависть, злость начинается при виде сирени, и этот запах они не переносят. И поэтому очень часто, например, люди, которые э, жалуются на соседей, что у них там сирень мешает вот нашим там этим заборам, это уже, это просто, можно сказать, проверка на вшивость. Тут же понятно, что это за животное рядом с вами находится. И так далее, и так далее. Все, дорогие друзья, на этом все. Я пойду заниматься делами. Есть очень много трав, и я вам объяснила, что к чему, но нереально все травы в одну секунду вам это все объяснить и сказать. Медицинские свойства трав вы можете понять, посмотреть, а магические свойства трав я вам объясняю. Почему зажигается трава? Образуется невидимая сетка. В эту сетку попадает бродячие сущности. Они не могут подойти к тебе и питаться тобой. И со временем они перестают приходить в твой дом. Вот поэтому и говорят, зажигаем там полынь, зверобой, и через некоторое время дома чисто, спокойно, и сон восстанавливается. Именно потому, что, еще раз говорю, определенная невидимая сетка, которая ловит и не пускает этих духов до вас. И со временем они просто устают бороться и уходят. Все. Всем удачи, всех благ и всего хорошего. Надеюсь, эта лекция вам во многом поможет.